что теперь делаешь? Зачем я туда заходил-то? Да наоборот, да нет, да, понял. Наоборот, нет, наоборот. Но у меня какие основания есть? Я теоретик, я не сдаюсь, типа, я занимаюсь. Мне больше делать нечего, и это, наверное, самое главное, что есть в жизни. Понимаешь, бабы, и смотри, если ты никто, если ты Денис Мастуев, у тебя больше возможностей познакомиться, заиметь, короче, да, понимает он тебя. Осеменение, скажем так, да. Я уж просто так шутил, ну понимаете. Можно по-другому говорить, как угодно. То есть, да, если у тебя большое влияние, то ты как бы можешь иметь женщин немного. Типа того, да. Всякого, да. И нормально, они еще будут, да, по-всякому. То есть, да. Ну, понимаем, да. Если в деньгах вопрос. Все упирается в том, что ты что-то делаешь постоянно в этом мире. Да, и женщины, они тебя за это и будут как бы считать мужчиной и чувствовать, что ты мужчина, потому что ты делать. Ну, это видишь, что это специально для них как-то это искусственно, да. То есть, да, это собака, потому что я на тебя смотрю, я такой, не такой. Делаю вид, что есть у меня пример правильный, что-нибудь там, типа того, да. Это когда тебе приходит, потому что ты осознаешь, что тебе, да мне вообще на вас похер, и ты понимаешь, что ты там кому-то, да, понимаешь. Да. Что у меня больше ничего нет в этой жизни, понимаешь? Это нормально. Да. И все, ну да. Будешь заниматься женщиной, разлюбит. Ты же это, как отвратительно это звучит. Ты меня уже слышать начинаешь. Я просто как вот говорить на вашем языке, если черт. Нет, я тоже как бы тоже, в принципе, такой же на сумме совершенства. Понимаешь, это всегда работает, неважно это все. А все, да, это про нее, потому что, женское в мужском. Мужская тема это холодная, страстная, объективная. Такая, ну не надо, это просто как холодный космос, туда уходишь, тебе нужен скафандр какой-то, тебе что-то нужно, такое, там нужно и так далее. Да, понимаете. И так далее. И так везде. Женщина ничего не понимает, вот я тебе говорю, все, кроме этого больше ничего нету. Все остальное забудь. И поэзия, и искусство, и баб купишь на это, и шлюх, и нормальных баб себе завоюешь, и обеспечишь их, и так далее. И дети твои будут не такие поганые, если ты о них так думаешь, да. Лучше тебя, если ты будешь слушать, если ты будешь дальше тебя, потому что как независимый, как они, в принципе, есть автономные.
по своим делам, от твоего рода ушедшие, еще дальше продолжишь. А от твоего рода ушедшие, да, их вузы там, севшие в новую. Смотри, как бы вот вариант, да, ты смотри, автономный, то есть, да, вот ты понимаешь меня, да. Не наручи, просто не наручно. Я сам себе решил. То есть это освобождает как бы. То есть не я, просто это фактор. Просто по фотографии ты свободен, правильно? Честно, да. Женщина тоже, но это как бы ее несчастье. Да, да. Ну тогда будь счастливой, свободной, как путь. Независимо, сильно, Там все врали, реклама всего лишь была, мне продавали продукты, на меня насрать. Никто же это не знает. Они добренькие пупсики, а на самом деле все они яд, просто здесь, ну понимаю, там это очень безопасно, Зачем я болтаю? Потому что я себя обезопасиваю. Понимаешь, у меня позиция очень вот как ты знаешь, такие вот такие вот, да. Примерно такая же у меня позиция. У меня одна какая-то корочка, которая, да, понимаешь? То есть я как бы никто, понимаешь, да, типа того. Ну, кроме, да, ну, грубо говоря, не знаю я, короче, говорю. У меня тогда, да, то есть, наверное, да. Я вышел из зрителя, что дальше? Ну, это просто факт. То есть я, вот видишь, я понял, что да, я что-то учусь и дальше буду учиться. То есть, как бы, я все равно, да, ну ты посветишь мне, то есть как бы, да, понимаю. Но все равно всю жизнь делать будет нехрен, как и тебе тоже. Что ты будешь делать? Будем делать, заниматься, правильно? Ночью поковыряешь, а дальше будешь делать. Одиозные. Просто факт такой, что все отдельно, понимаешь? Даже, да. Я тебе говорю, можно сэкономить на психиатра, с психиатром не ходить. Я понял, наоборот. Я понял, вот, во-вторых, я мужская особь, да? Да, во-первых, да. Это долго просто разговаривать, да. Я вам просто не верю, да. Не понимаю. По-европейски уже просто, да. Ну, как угодно, по старорусским, как хочешь, не называть. По любым параметрам, как бы, не проходите, чтобы сказать, что у вас тут вам можно сильно доверять, что еще не. Поэтому я болтаю, что параллельно вместо того, что фортепиано. Да, как скомпенсировать, чтобы что-то было. Ну, с одной стороны так, ну, как бы, да, ну, понимаешь. Просто от страха. Нет, я монтажный техникум, я 1 год уже в универе учился. Вот
работаю уже 22 года, я первый раз этот инструмент увидел, понимаешь? Ну, как бы сел за него, скажем, ну, понимаешь? Потом еще, как бы, Саша уровень молоденькости, Маратка Губаев. Маратка, привет, да? Ничего страшного, нет, можно, посмотри, я такой нагло, может, мне в Москву? Очень логично, потому что смотри, где, да, понимаю, долго. Зачем мне бояться-то, понимаешь? То есть, ну да. Нет, это неизвестно, более короткий это путь или более долгий, понимаешь? То есть, да. И потом тебе реально надо, то есть это может быть так, но тебе реально нужно учиться играть на фортепиано, или ты будешь, ну, это уже нагло просто, это все в целом. Ты будешь так, что чуть-чуть, как гитару вел. Ну, совсем, да. Чем это играет? Смотри, если ты теоретик, ты вот смотри, я теоретик, например, а я даже не смотрю, мне надо плевать. Я не буду, да, то есть, ну, вот, я тебе объясняю, я пианист, да, начинающий, очень начинающий, по-своему начинающий, я уже не касаюсь, учти, мужикам всю жизнь делать нехрен, они беременные не могут быть они, то есть мы, понимаешь, да, то есть, да, как минимум уже, это уже значит, потом у нас мозги еще какие-то там, еще мозги и силы какая-то, воля еще, более, это фиг знает.
Родненькая, родненькая. Ну ладно, да. Поехал. Ну ладно, ладно. Ну нет, нет, ну да. Ну дело не в том, что гордый, понимаешь? То есть оно все как бы для чего? Гордость ради чего? Чтобы вы, да, то есть, чтобы твоя жизнь дальше была как пианиста-музыканта, понимаешь? В дальнейшем она была. Вот как тебе надо, настоящему, да, понимаешь? А сама по себе она не понимаешь. Да, это легко. Руки, вот я уже тебе же рассказал рецепт композитора. Вот берешь руки, переворачиваешь. Ладно, забудь. Да. Ну ничего страшного, никак. Так я вот это тебе говорю. Ладно, да. Вальсы, шмальсы, хренасы. Блин, даже как-то. А что, все равно делать нехрен, правильно? Надоели уже. Ну, ютубе, как бы не то, что надоели. Просто, ну да. Нет, можно. Важно. Надо устроиться, работать, правильно. Осознавание процесса. Ну не, я их не буду постоянно играть. Постоянно надо играть. Да, то, что надо играть постоянно. Ладно, что на сегодня, значит, закончить с этой штукой, да? Наверное, закончу пока, да. Как это расстраивает, понимаешь? Там и чукчи не звонят, наоборот, так это. Нет, наоборот. Ой, блин, я же звонил туда. Я же перезванивал туда, да. О, как запомнил. Видишь, как я этого не знал? Этому не учат, блин. Они там рекламу только рассказывают с телевизора, понимаешь? И в ютубе, тем более, там сю-сю-сю, да, как в мышеловке. Врут тебе все время, развлекают тебя. Ля-ля-ля! Ну, я понял, да, вот я понял. Ну, как хочешь. Наверное, окстись, дать, потому что... Нет, жизнь-то твоя одна, как ее прожить? Вот видишь, да? Понимаете? Просто так, в каком-то, блин, в себе.
могу, но люблю. Ну люблю, но не могу. Могу, хочу. Ладно уж. Видишь, нехорошо, я вообще не в топ, потому что... Ну и чё? Нет, ну вот это о себе не так говорят. Ну ты, пожалуй, да, это ты мне говоришь про компромиссы, да, то есть как возможно, ну нет, ты не понимаешь меня просто. Да, то есть, да, ну она о себе так думает. Вот думай о себе, я-то здесь при чем? Я лучше научусь играть, вот сейчас это время использую, научусь насколько по максимуму, как это говорит, да? Да, вот и все, и стану мужиком, блин. Потом, наоборот, а сейчас я что, не мужик, что ли? Ну не важно, я просто тебе говорю, да, ну а что он говорит? Ну вот он о себе так думает. Да. Нет, ну просто, ну понятно. Ну это надо просто молча делать. Просто ты такой раз и думаешь про себя одно, а делаешь, говорит, третье. Ну как хочешь. Вот мне саму непонятно. У меня ну, я не знаю. Да, понимаете, ну нет, наоборот, да. Да, наоборот. Да. Кое-как все утягивает. Ну вот и понимаешь. Ну ладно, жалко. Ну и чё? Тема, да. Да, дешевый ты просто, все, дешевый. Да. Только еды, блин, оказывается, все. Интересно. Рубаха, парень. Ну, да. Сколько времени идет? Ну ладно. Вот это я имею в виду. Типа того. Ну да, в принципе можешь и да. Да, пожалуйста. Да. Типа того, да. Да. Вот это и есть на самом деле. Да, понял. Ну, я понял. Семью, говорит, у меня нет семьи, я один. Ну так вот. Ну не знаю, что с собой бабушку пройдешь. Чтобы она готовила, что ли, как бы, что он тебя понял просто. Сумасшедший, что ли? Отошел. Не надо.
нет, это он имеет в виду. Смотри, вот я сейчас один живу, как-то справляюсь. А если деньги будут, и там, не знаю, там, что угодно. Ну, в столовую ты не согласен, допустим. А что ты... А фруктами питаться ты не можешь, например, овощами. Просто так, да. Ну, нет, понимаю, ну, вот это имеется в виду. Да, много суеты, там, типа того. Ну, скоряк сделал, да все, что-то. Экономнее будет, чем, может, понимаю. Потеряешь. Ладно. Это все вранье. Знаешь? Себе. Нет, это ты посмотри. Не так уж много надо для счастья своего, вашего, всего. If you've spent any amount of time in a multiplayer lobby, you've probably heard terms like overpowered, cheap, and unfair. What these players are arguing about is the game's balance. Balance is the art of making sure that all options in a multiplayer game are fair, so none are underpowered and thus pointless to use, and none are overpowered and thus dominate everything else. Here's the thing though. Most video games aren't just striving for balance, but balance among a wide range of distinctly different options. You don't have to work that hard to balance a symmetric game, which is one where all players have the exact same starting conditions. But most games are asymmetric, which means players are facing off against each other with completely different stuff. And in a game where players can pick from 74 different fighters or 140 unique champions, the developers are counting on them all being equally viable among players of roughly the same skill level. So how do they do it? Now I should say, balance is an incredibly difficult pursuit. It can be an entire department at certain companies, and Riot's League of Legends has had more than 200 balance patches in the last decade. Plus, it's not just about numbers, but player psychology, with Overwatch's Jeff Kaplan saying the perception of balance is more powerful than balance itself. So this is just not going to be an intensive tutorial. Instead, Game Maker's Toolkit presents a whirlwind tour through the way games are balanced and rebalanced, and rebalanced, and rebalanced, and rebalanced. So how do developers go about balancing a game in the first place? Well, the first consideration is trade-offs. This is when you essentially cancel out a character's competitive advantages with drawbacks. Think of Mario Kart characters, where heavy racers like Donkey Kong have a high top speed but low acceleration, while featherweight racers like Toad are the opposite. On the right track design, they'll be almost evenly balanced.
You can think of characters as having a power budget. At least that's what Riot calls it. Advantages are a cost, but disadvantages are a discount. If all characters are just about hitting the limit of the same power budget, they'll be closer to being balanced. It's rarely that easy, of course. They'll be almost evenly balanced. You can think of characters as having a power budget. At least that's what Riot calls it. Advantages are a cost, but disadvantages are a discount. If all characters are just about hitting the limit of the same power budget, they'll be closer to being balanced. It's rarely that easy, of course. I mean, okay, sometimes you'll get a card that does 1 damage to all minions, and another that does 4 damage to all minions. That's an easy one. Just make the second card cost a bit more energy. But how do you calculate the power budget for completely incomparable options like heroes in Overwatch, or options with dozens of stats to tweak? Like when Bungie was reining in the initially overpowered sniper rifle in Halo 3, it had loads of stats it could tweak, such as clip size, time to full zoom, reload time, and max ammo. It ultimately decided that the best knob to tweak was the time between shots, which it bumped from 0.5 seconds to 0.7 seconds. What's important though is to celebrate the big differences between choices. The sniper rifle and the shotgun offer a more exciting choice to players than 2 types of assault rifle, even though the latter is much easier to balance. So I agree with ex-Blizzard designer Rob Pardo when he warns designers against using the maths to balance games into mediocrity, saying, Why, so you're going to end up with a game, either an army game or classes, where everything kind of feels the same? And you can high-five each other and say it's balanced, but is it fun? Probably not. Another consideration is counters. This is when we give characters the ability to negate each other's moves and strategies. For example, a quick Zerg rush in StarCraft is all well and good unless your opponent is 1 step ahead and has already built defensive bunkers. And what we ideally want is for everything to have a counter. So a defensive StarCraft player can, in turn, be countered by a more economical strategy, where you save up resources to build units that can eventually crush those bunkers into dust. And we could make a counter to that counter, and so on. But then we'd be here forever. There's a more elegant solution though, because how do you deal with someone who's sitting around saving up money? Well, a rush. And wouldn't you know it, it's rock, paper, scissors. This goofy game you play to see who has to do the washing up might be incredibly simple and lacking any strategic depth, but it is perfectly balanced, because everything has a counter and everything is a counter. Damn, man. Killed those scissors. And that's why it forms the backbone of a lot of multiplayer games. Pretty much every fighting game has a system like this, such as Dead or Alive, which boasts about its triangle system, where strikes beat throws, throws beat holds, and holds beat strikes. In strategy games, it's not just the strategies that work like this, but the individual units. And the different Pokemon types sit in a massive web of interlocking counters, but starting, of course, with fire, water, and grass. Rock, paper, scissors is a great balancing framework to start from because you can ensure that no element is overpowered, it's countered by something, and no choice is irrelevant. It at least works. Ну что, будешь дома сидеть? Дома сидеть будешь сейчас, да? Какую работаешь? Что? Какая работа? Да. Позаниматься надо с детьми, с ними, с кем, с кем. Чем позаниматься, с кем? Фортепиано, нет, к себе, ну нет, ну да, да. С какими детьми с какими своими? Ну нет, ну это, да. Какую работу-то? Какую? Вот она и по этой говорит тебе. Ну да, вот она по себе думает, да. Думает про себя. Если я думаю, она понимает это. Ну да, типа. К сожалению, так, понимаешь? Да, не понимаю. Не вредит, все, не вредит. Acts as a counter to something else. And also, in strategy games at least, it encourages mixed strategies. It makes Почему школа искусств, да? Ну, все, ты жить, да, нет, да.
Тоже наловили, кабани. You into a multidisciplinary player, and it forces you to switch tactics on the fly in a really dynamic way. And in class-based games, it's a great way of automatically making mixed teams. Take Team Fortress 2, where 7 of its 9 classes fit into a complex web of interlocking and interchangeable triangles of rock, paper, scissors. Here, teams must pick complementary classes to protect each other from weaknesses. If you're an engineer and spies keep sacking your sentries, then you're going to need to get one of your teammates to switch to pyro. These counters are often described as hard counters if they completely shut something down, like a punch is a hard counter to a throw in arms because it will nullify the effect every single time. But soft counters just mean one choice will have an advantage over the other. McCree will outperform Tracer, but his chance of winning is far from 100%. And when it comes to counters, it's really important to figure out what are the hands and what are the throws. The hands are the things that get locked in before the match even starts. You know, the characters and the races. The throws are the things you pick during the match. The moves, the units, and the strategies. And in a team-based game like Overwatch, the entire team is the hand, while the individual players are the throws. The throws are specifically designed to be unbalanced against each other to create that back-and-forth counterplay and teamwork. But the hands are supposed to be balanced, and so they should have access to all of the throws. If Zangief simply couldn't block, for example, he would be unusable. So you've got a bunch of characters with trade-offs and counters, and you think you've made them balanced. But how do you actually make sure that's true? Well, this is when we start collecting data, either from internal playtesters or the millions of people playing your game online. Now you might think that all you need to do is track how often each character results in success, i.e. its win rate. And if a character has a 50% win rate, it's balanced. But, like all stats, this can be misleading. Imagine a fighting game with 3 characters, and if Ryu won every match against Chun-Li and lost every match against Cammy, his win rate would be 50%. Perfectly balanced though? I think not. That's why matchup charts, where you can see the win rate of a character when played against all other characters, are so important. But even that's not going to tell you everything. Riot had a problem, are so important. But even that's not going to tell you everything. Riot had a problem with the League of Legends character, Akali. The numbers said she was pretty balanced, with a 44% win rate, perhaps a tad underpowered. So how come she secured a 72% win rate at the 2018 World Championship and was banned more times than any other champion? It's because while she was really powerful, she was difficult to play effectively. She had a super high skill floor, in other words. So while top-tier players could use her to wipe the floor with the competition, the low-ranking players using Akali were getting killed left, right, and center. Therefore, her win rate was being dragged down. That's why it's important to look at a character's win rate and matchups across all skill levels. And finally, win rate doesn't really tell you what's actually going on in the game. We need to know what characters people are actually picking. People might be avoiding a character who is otherwise well balanced because that character is not much fun to play, or is only useful in certain situations. Blizzard found that Overwatch hero Symmetra was a largely balanced character, but she wasn't being picked as much because her use was highly situational. So in her first complete redesign, they tried to make her more popular by giving her 2 ultimates to pick from, a teleporter and a shield generator. That's why player feedback is so important, as well as pick rate, which tells you how often a character is actually getting used. For Rainbow, Ubisoft uses a matrix to cross-reference both win rate and pick rate, with different considerations needed for operators who fall into these 4 buckets. And the pick rates help tell you the state of the meta, which is essentially just the characters, cards, strategies and so on that the community at large have found the most effective and are currently using. This is often shared through forum posts, fan-made tier lists, YouTube videos, and esports victories. When a kid called Jason won the Clash Royale tournament in Helsinki, his chosen cards suddenly became massively popular. And the meta can actually act as a self-balancing force.
Let's say everyone discovered that a certain character was overpowered and everyone started using it. It's now in everyone's best interest to try and discover strategies that can counter or outperform that favourite, and if players find it, the meta might change. This rolling meta keeps the game fresh and gives the players who found the counter a real sense of satisfaction. Overwatch's Jeff Kaplan says, regarding the meta changing because players have innovated a new strategy, well, this is the best case scenario. We've seen this happen time and time again. Of course, that's not always going to work. Sometimes the designers will have to go in and change things. If a strategy is overpowered, if a character is never getting... Ну какие-то денежки нужны, понимаешь? Фортепиано образом хорошо так заработать. Во-первых, понял, да. Ну или хотя бы музыкальным, инструментальным, да. Ну и полно таких, как раз, полно. Ну, не имеет отношения, понимаешь? Ты можешь хоть сыграться в своей гармонии с такими руками, ногами там, да. Он тебе не поможет быть скрябин. Ну, музыкантом. Не поможет тебе играть Шопена, Прокофьева и так далее. В обратном порядке можно осознать, что ты делаешь там. Ну, да. Понимаешь, ну, у кого как. Просто уже. Страшно, блин. Взять и уехать куда-нибудь. Вот сейчас вот стримеры позвонят, поеду нахуй, блядь. Действительно, всем пугает меня просто. Неделя пути, и ты сидишь за фортепиано, и у тебя там, да. Ну, это уже часть профессии, что тебе за учениками какими-нибудь бегать приходится, там, или что там, они что-то не говорят, да. Например, если тебе, ну, к примеру, ну, я тебе, ну, еще ты сделаешь, он о себе так говорит, да. Пошел нахер, ну, что такое, да. Ну, вот это, ну, это их проблема тоже, да. Это не вариант, ну да. Интересно, очень смешно. Наверное, мне такое дело делать. Мучитесь, все, ладно, идет. По своим делам, да. Вот там есть какая-то. Played, or if a playstyle is proving annoying, then it's time to swing the hammer. First, the devs need to figure out the exact reason why that character or strategy or whatever is unbalanced. It's easy to see that a character is dominating the matchup charts, but can be harder to pinpoint why. So for a character like Meta Knight in Super Smash Bros. Brawl, it was mostly because of his extremely fast attack speed and an ability to cancel his momentum in midair and avoid being KO'd. He had lots of advantages and not enough trade-offs, and other characters don't have the tools to counter him. Once the source has been found, you've got to figure out what to nerf and what to buff. Nerfing means making something less powerful, like reducing their speed, limiting their range, or cutting down their strength. Buffing is the opposite, making it more powerful. You don't necessarily have to buff the weak characters and nerf the strong ones though. You could leave an overpowered character alone, but buff the characters who counter them and still solve the same problem. Make sure you watch this Core A gaming video on why buffs are generally better than nerfs. Balance changes can be anything from a tiny tweak to a character's movement speed to a complete overhaul of how a character works.
It might be a fundamental change to the rules of the game. Rainbow Six Siege made attacking and defending more balanced by changing the match time to 3 minutes. And sometimes you've just got to pull things from the game entirely, like when Epic scrapped the overpowered Infinity Blade in Fortnite. But any change is going to affect players, especially those who are very used to the way a specific character or its counters work. So when the game gets patched, it's important to communicate the changes through patch notes and videos and so on. In fact, patch notes are so important that Riot once put out a note saying a champion was nerfed, but forgot to actually implement the nerf in the code. Even so, the character's pick rate plummeted, and even his win rate decreased a bit. Didn't I say that player psychology was an important factor? Now, at the beginning of this video, I said that balance was about trying to make characters equally viable among players of roughly the same skill level. But what happens when players aren't at the same skill level? Well, a lot of highly competitive games use matchmaking systems to pair up similarly skilled players. But for more accessible, party-style games, we may want to build in negative feedback loops, or catch-up mechanics, where players who are doing poorly get a helping hand. Examples are the death streak mechanic in Modern Warfare 2, where you get a special bonus for dying a whole bunch. And the item system in Mario Kart, where powerful items, including that pesky blue shell, are only given to players at the back of the pack. These are pretty contentious and must be used sparingly. We could also reduce the value of skill by adding in more luck. We see this in most family board games like Snakes and Ladders and Monopoly, which are heavily based on the luck of the die roll. But in video games, you see this in games like Apex Legends, where your chances of winning are shifted based on what goodies you find when you drop into the map. Games can also offer handicapping modes, and in team-based games, we can give players alternative playstyles that allow them to contribute to the team without needing to do highly skilled frontline action, like being a medic or an engineer. So balancing the game is a really challenging job. The more you make characters distinct, the harder it is to put them on an even playing field. And that's not taking into account players of unequal skill levels. We can try to design in trade-offs to ensure characters don't have too many advantages, and give characters counters so they can keep each other in check. But even the best designs won't stand up to scrutiny when put in front of millions of players. So we need to constantly determine the balance by watching win rates, matchups, pick rates, and player feedback. And while hopefully the meta will naturally shift in response to imbalance, sometimes devs have to go in and to make the hard changes. And then you introduce a whole new character and everything breaks again. Ugh, I said this wasn't an easy job. So let me know, what do you think is the most balanced game around? And have you ever played a game where the devs just got it oh so wrong? Let me know your experience with balance in the comments below. Thanks for watching. I had a lot of help on this one, from people who know multiplayer games really well, to developers who have worked on games like League of Legends, Dirty Bomb. Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé un bon été. Pour le numéro de la rentrée du magazine Pianiste, qui s'appelle Réviser vos classiques, j'ai choisi un des plus grands classiques du jazz en fait. Dans le jazz, souvent les musiciens depuis toujours improvisent sur les standards. Les standards, souvent c'est un répertoire basé sur les grandes chansons américaines, des comédies musicales des années 30-40. Là, c'est une petite exception à la règle. C'est un morceau qui est à la base d'une chanson française, c'est Les Feuilles Mortes, écrit par Joseph Cosma avec des paroles de Jacques Prévert. Mais très tôt, beaucoup de musiciens de jazz américains s'en sont emparés, l'ont traduit en Autumn Leaves et en ont fait un des standards les plus joués et les plus interprétés. Il existe plein de versions différentes. Et c'est un morceau dont la structure est très utile pour apprendre à improviser en jazz, et souvent c'est un des fers de lance des professeurs de jazz. Et dans toutes les classes, les ateliers, etc., on travaille ce morceau. Moi je le joue depuis que je suis tout petit et je l'aime beaucoup. La mélodie est très simple, très belle. Et il y a plein d'ingrédients harmoniques qui se retrouvent dans beaucoup de standards et dans beaucoup de chansons contemporaines. Donc c'est vraiment un support formidable pour ça. Alors déjà, la première chose qu'on va regarder, c'est le rythme. En fait, sur les partitions que vous trouverez dans le magazine, j'ai tout écrit de façon binaire, c'est-à-dire de façon en fait très simple. J'ai tout écrit de façon
de façon binaire, c'est-à-dire de façon en fait très simple. Les croches sont écrites comme des croches, mais elles ne se jouent pas comme des croches. Par exemple, quand il y a 8 croches, si elles sont écrites, en fait, elles ne se jouent pas comme ça. À partir du moment où on est sur un phrasé en swing, elles vont être différentes. Alors c'est très difficile à noter, en fait c'est impossible à noter mathématiquement, mais pour schématiser, on peut dire que c'est un triolet, avec la première croche qui dure 2 fois plus longtemps que la deuxième, la troisième 2 fois plus longtemps que la quatrième, etc. Comme si la décomposition était par 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Alors évidemment, dans la réalité, c'est pas comme ça non plus, parce que sinon ce serait hyper mécanique, c'est juste une façon de le noter. Donc là, on garde la notation en croche et on imagine simplement que la première est un peu plus longue que la deuxième, la troisième un peu plus longue que la quatrième. Et les accents sont toujours, on dit en l'air, c'est-à-dire ils ne sont pas sur les temps, mais ils sont sur les contretemps. Donc ce ne sera pas, ce sera l'inverse. Et c'est ça qui donne le côté rebondissant en fait, et le côté léger qu'il peut y avoir dans le swing. Alors, d'un point de vue strictement harmonique, pour bien comprendre, pour bien intégrer une grille d'accords de jazz, c'est très important au piano de la travailler, de travailler les accords de façon très dépouillée, avec seulement les ingrédients qui font vraiment les couleurs harmoniques. Donc, dans un accord, chiffré par exemple le premier accord des feuilles mortes, c'est Do mineur 7, qui est avec un C, un petit moins et un 7, mais pour ça vous verrez l'encadré dans le magazine qui explique de façon précise la notation des accords de jazz. Donc, Do mineur 7, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire forcément Do, c'est la base de l'accord, on appelle ça la fondamentale, donc on va avoir obligatoirement un Do. Mineur, ça va être la nature de l'accord, c'est la tierce qui donne cette nature. Est-ce que c'est une tierce majeure qui fait un accord majeur, ou est-ce que c'est mineur, avec une tierce mineure, ça fait un accord mineur? Quelles que soient les autres notes dans l'accord, si la tierce est mineure, c'est un accord mineur. Et 7, si on ne le précise pas, c'est que c'est mineur. Donc la septième, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 est mineur, donc ça va être si bémol. Si elle était majeure, ce serait si bécard. Donc Do mineur 7 va y avoir un Do, un mi bémol et un si bémol. Peu importe où on les met, tant que le Do reste en bas, le Do peut être ici, le mi bémol peut être ici et le si bémol ici. C'est toujours la même couleur harmonique. Elle est simplement nuancée un peu différemment. Donc, fondamentale, tierce, septième. L'accord suivant, c'est Fa 7, donc fondamentale, tierce majeure, septième mineure. Je vais un peu vite, mais encore une fois, c'est bien expliqué dans l'encadré par écrit. Et par exemple, on va aller jusqu'au troisième accord, Si bémol majeur 7, donc Si bémol majeur, septième majeur. Ok, toujours 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Donc on a les 3 premiers accords en position fondamentale tierce septième. Do mineur 7, Fa 7, Si bémol majeur 7. Là, on fait une espèce de mouvement parallèle comme ça où on bouge les deux mains en même temps. C'est pas hyper joli. Il y a un petit truc qui est très important dans cet exercice-là, c'est d'essayer de bouger le moins possible l'accord. Pour ça, on va faire des renversements. Donc si on est parti de celui-là, le suivant c'était celui-là, voyons si ça on le mettait à l'envers. Au lieu que ce soit La mi bémol, on va faire Mi bémol là. Alors on recommence. Ah, vous voyez, il n'y a que cette note qui a bougé. Le mi bémol reste. C'est une note commune. C'est-à-dire que la tierce du Do mineur 7 devient la septième du Fa 7. On continue. Ah, là c'est le La qui est resté. C'était la tierce du Fa 7, c'est devenu la septième du Si bémol majeur 7. On continue, Mi bémol majeur 7. Ah, le Ré est resté. C'était donc dans un enchaînement comme ça, qui est basé sur ce qu'on appelle le cycle des quintes, donc Do, Fa, Si bémol, Mi bémol, etc. Il y a toujours une note qui reste en commun avec l'accord suivant, ou avec l'accord précédent. Et souvent c'est la tierce qui devient la septième qui devient la tierce, etc. Donc ça c'est vachement bien de le travailler pour l'intégrer dans ses mains, dans son oreille, et on peut faire toute la grille des feuilles mortes comme ça. Заработать, разработать.
Что такое, а? Нет, ну нет. Ну нет, ну нет, наоборот, ну нет. Ну наоборот, ну вот нет, ну вот надо. Да, да, да. Да, да. Ну вот нет, наоборот, вот надо. Да. Нет. Ну вот она и говорила, что нет, надо. Наоборот, 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 наоборот. Да наоборот, нам вот это весь отправила и все, да. Ну да. Наоборот. Да наоборот. Ну наоборот. Ну нет, наоборот, наоборот. А, если нет, ну да, да. Ну да, да. Вот, наоборот. Все. Где-то не меня. Наоборот. Нет, наоборот. Киргизская, чего? Адеквате автономия. Эй! Вот нет, ну вот это есть. Да. Ну нет,
нет, наоборот, ну вот это есть. Ну, вот это... Наоборот, ну вот нет. Да наоборот. Да ты чё, блин? Ну вы пишите. Нет, нет. Нет, мы наоборот, наоборот. Что ты хотел? Нет, порази просто и все, да, вот он имеет из этого. Нет, нет, да нет, ну вот нет. Ну вот нет, он о себе так, ну вот нет, наоборот, ну вот надо, он себе он так. Да нет, вот это и есть то самое. Ну вот нет, наоборот, козел, осел, вот это имеется в виду. Да не надо уже. Нет, наоборот, все старое там, наоборот. Ну наоборот, еще. Нет. Ну да, да. И что это значит? Ну вот это есть, наоборот, да. Наоборот. Писать о себе только надо там, писать о себе только и все. А, вот это что? Вот нам, да, это что ли? А, ну это было на самом. Ну да, это есть.
Продлили контракт, это все. Нет, ну вот нет, нет, наоборот. Да наоборот. Ну не поешь ты уже, да, она поняла тебя. Нет, наоборот, да наоборот. Да наоборот. Мгм. Нет. Да, да наоборот. Да. Наоборот, ну нам, да, это она имеет в виду.
самое тоже жизнь. Кому это написать? И что я с этим делать? Да нет. Вот нет, ну вот нам посылать, да, вот это есть, да. Да, да. Москву это посылать, да. Москву, зачем все это делать? Ну, да, издевается. Ну что же сделать? Да. Ну вот нет, да, вот нет, да, вот нет. Да наоборот, ну вот надо. Будешь помнить меня, будешь.
Мгм.